Его называли чудом 20 века и гордостью русской фортепианной школы. Мальчик-вундеркинд из Москвы, который в 12 лет заставил весь мир затаить дыхание. Но сегодня в официальных реестрах своей родины Евгений Кисин значится не как великий музыкант, а как иностранный агент. Почему гений, которого боготворили в России, превратился для нее в предателя? За что на него обрушилась волна лютой ненависти от россиян? И почему он сам говорит: «Моя нога не ступит в Россию, пока у власти этот режим»? В этом видео про Евгения Кисина. Путь Евгения Кисина от вундеркинда до мировой звезды первой величины был стремительным и отмечен рядом исторических выступлений, которые признали чудом как любители, так и профессионалы. Музыкальные способности Кисина проявлялись в младенчестве. В 11 месяцев он напел тему фуги Баха, услышанную от сестры, а в 2 года начал импровизировать на фортепиано. В возрасте 6 лет он поступил в школу имени Гнесиных к Анне Павловне Кантор, которая стала его единственным педагогом на всю жизнь. Их первая встреча была необычной. Женя играл ей по слуху сложнейшие взрослые произведения – 12-ю рапсодию Листа и 3-ю балладу Шопена. Кантор поначалу даже опасалась брать его в ученики, полагая, что ребенку, играющему такие вещи интуитивно, будет скучно учить музыкальные азы. Процесс обучения шел феноменальными темпами. Всю технологию игры и нотную грамоту он освоил моментально, будто и не учил, а вспоминал забытое. Но у него были и проблемы. Проблемы с простыми детскими пьесами. Он не чувствовал в них музыки и играл их формально. Чтобы пробудить в нем интерес, его матери, Эмилии Ароновне, приходилось придумывать образные истории каждому произведению. Уже к 10 годам он дебютировал с оркестром – 20-й концерт Моцарта, а в 11 дал первый сольный концерт в Москве. Событием, которое принесло Кисину международную известность, стало выступление в марте 1984 года в Большом зале Московской консерватории. В возрасте 12 лет он исполнил оба концерта Шопена с оркестром за один вечер. Критики отмечали его антиципацию, способность интуитивно постигать глубокий художественный смысл музыки, не имея соответствующего жизненного опыта. Запись этого концерта была выпущена фирмой «Мелодия» и произвела фурор, заставив критиков говорить о недетской глубине и интуитивном постижении художественного смысла музыки. С середины 80-х годов началась активная международная карьера артиста. 85-87 – это годы первых гастролей в Восточной Европе, триумфальный тур по Японии и дебют в Западной Европе на Берлинском фестивале. Владимир Спиваков сыграл важную роль в становлении пианиста, часто выступая с ним и его оркестром «Виртуоза Москвы». Он даже лично добивался разрешения на зарубежные поездки Кисина у советского руководства. Несмотря на статус мировой звезды, Кисин оставался искренним ребенком. В свободное время он любил играть в футбол и шахматы. Сатя Спивакова в интервью с Евгением Игоревичем вспоминала, что в 12 лет он выглядел еще младше, лет на 8, и выходил на сцену в пионерском галстуке, поражая залы недетской мудростью и разговором с Господом во время игры. Однако его детство было омрачено антисемитизмом. С ранних лет сверстники и некоторые взрослые во дворе напоминали ему о его происхождении, выкрикивая оскорбления. В 10 лет Женя даже написал стихотворение, в котором описывал свои чувства отчужденности. Именно из этого опыта выросла его глубокая приверженность еврейской культуре и языку идиш, который он начал осознанно учить еще в подростковом возрасте. Обо всем об этом он вспоминает так. Антисемитизм, с которым я постоянно сталкивался еще в детстве. Да? Еще до того,
как мое имя стало известным и все такое. Как же может ребенок такое не прочувствовать? Да еще когда постоянно с этим сталкивается. А Так с чем вы сталкивались? С тем, что слышал всякие гадости от других детей и даже от кого из взрослых во дворе постоянно. Настолько прочувствовал, что помню, когда мне было 10 лет, даже стихотворение написал об этом. И стихотворение это начиналось словами «Я бедный еврей». А можете прочесть? Могу я вас попросить? Могу, если хотите. Конечно, это стихи детские. Тут не приходится говорить ни о каких художественных достоинствах. Но, мне кажется, они как раз дают представление о том, что я, живя в России, испытывал. Написал я в детском возрасте, в 10-летнем возрасте такие вот стихи. «Я бедный еврей, сколько горя испытывал я. Я видел Балтийское море, леса и поля, Поволжье, Кавказ, Украину. Все это как рай. На родине ж я как в пустыне. Ведь все со двора, все антисемиты жестокие, галдят надо мной: еврей, еврей, жид, одинокий я, в речушке людской». В 1988 году произошла встреча с Гербертом фон Караяном. 80-летний маэстро, услышав игру мальчика, не смог сдержать слез. Их совместное исполнение первого концерта Чайковского на новогоднем концерте Берлинской филармонии транслировалось на весь мир, окончательно закрепив за Кисиным статус звезды. В 1990 году Кисин совершил 2 знаковых дебюта. Он впервые выступил на фестивале BBC Proms в Лондоне и в Северной Америке с Нью-Йоркским филармоническим оркестром под управлением Зубина Метты. А спустя неделю он открыл сольный сезон в Карнеги-холле. Кисин успешно преодолел опасный для вундеркиндов возрастной подростковый период, развив свою детскую интуицию в глубокий интеллектуальный пианизм. Но в 1991 году он покинул Россию. И на то, как вы понимаете, были причины. Он получил гражданство Великобритании и Израиля. Сегодня он живет в Праге и продолжает вести интенсивную концертную деятельность по всему миру. Помимо исполнительства, Кисин вернулся и к композиции, получив одобрение от самого Арво Пярта, и активно выступает с поэтическими вечерами на идише. Сразу скажу, что за свою карьеру этот замечательный пианист был удостоен множества наград, включая премию журнала Musical America как самый юный инструменталист года, российскую премию «Триумф» и премию имени Шостаковича. Также 2 премии Грэмми за лучшее сольное исполнение. Это было исполнение произведений Скрябина, Метнера и Стравинского в 2006 году. И в номинации «Лучшее сольное инструментальное исполнение с оркестром» за запись 2 и 3 концертов для фортепиано Сергея Прокофьева в 2010 году. В мае 2001 года Кисину было присвоено звание почетного доктора Манхэттенской школы музыки. В июне 2005 почетного члена Королевской академии музыки в Лондоне. В 2009 почетного доктора Гонконгского университета. В 2010 почетного доктора Еврейского университета в Иерусалиме. В 2021 почетного доктора Национальной музыкальной академии в Софии. Из последних наград это Орден Почета в Армении в 2012 году за значительный вклад в укрепление и развитие армяно-российских культурных связей, а также оказание гуманитарной помощи пострадавшим от катастрофического спитакского землетрясения в 1988 году. И в 2021 году от Армении он получил Орден Дружбы. Роль Анны Павловны Кантор во взрослой жизни Евгения Кисина была исключительной. Она оставалась его единственным педагогом на протяжении всей жизни. Так, начав учиться у нее в 6-летнем возрасте, Кисин сохранил эту творческую и человеческую связь до самой ее смерти в 2021 году.
Она никогда не имела собственной семьи и всю жизнь посвятила ученикам. Она очень сблизилась не только с Евгением, но и с его родителями. Переехала жить к Кисиным еще в Москве. А когда после распада СССР семья решила уехать за границу, Евгений забрал своего учителя с собой, чтобы она не оставалась одна. Она жила в их доме в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Праге до последних дней своей жизни. Даже когда Кисин стал зрелым мастером с мировым именем, Кантор продолжала заниматься с ним. Он продолжал следовать ее советам. Так в интервью Сати Спивакова называла ее играющим тренером, который постоянно находился рядом, помогая шлифовать природный пианизм Евгения Игоревича. Кантор учила Кисина не только технике игры, но и человеческой цельности. С самого детства и на протяжении всей жизни она повторяла ему, что нужно быть хорошим человеком, иначе это неизбежно отразится в музыке. Интересный факт. Она никогда не играла на уроках сама, чтобы ученики не копировали ее. И, как признавался Кисин, это также помогло развить его собственный музыкальный голос. Она была его самым близким другом, мудрым советчиком и ангелом-хранителем. Люди искусства, как и многие другие люди, имеют полное право не интересоваться политикой. Так же, как любой человек имеет полное право не интересоваться чем бы то ни было. Ну вот я, например, никогда не интересовался точными науками. Набоков не интересовался классической музыкой, не любил ее, вот почему-то не воспринимал. Когда происходит то, что сейчас происходит в Украине, это же не только политический, но и чисто человеческий вопрос. Чисто по-человечески оставаться к этому равнодушным, для этого надо быть полным мерзавцем. Искусство вне политики тут ни при чем. Да неважно, кто ты, деятель искусства или кто-то другой. Представьте, пианист, чьи руки – это достояние мировой культуры, теперь стоит в одном списке с политическими активистами. Да, Евгений Кисин был внесен в реестр иностранных агентов в России в 2024 году. Однако это не влияет на его статус как одной из самых востребованных и уважаемых фигур классической музыки в мире. И относится он к своему статусу иностранного агента с иронией и даже, по его словам, с некоторым удовлетворением, воспринимая его как признание своей последовательной гражданской позиции. Ну и ключевые аспекты его отношения к этому решению Минюста Российской Федерации. Так, в ответ на внесение его в реестр в июле 2024 года он признавался, что ему было даже обидно, что российские власти так долго не замечали его активной деятельности. И отметил, что каждый день читал о новых иноагентах и недоумевал, почему его до сих пор нет в этом списке, несмотря на все его резкие высказывания и финансовую помощь Украине. В кругу единомышленников пианиста и в материалах, освещающих это событие, статус иноагента интерпретируется не как клеймо, а как почетное внесение в ряды порядочных людей и подтверждение того, что артист не остался в стороне от трагедии. Кисин подчеркивает, что этот статус никак не изменил его планы. Он, цитирую, «закрыл для себя Россию как место для концертов с самого первого дня полномасштабного вторжения, а не из-за решения Минюста», и заявил, что его нога не ступит на российскую землю, пока у власти находится нынешний режим, считая поездки туда в текущей ситуации мерзкими. Напомню, что согласно заявлению Министерства юстиции РФ, пианист был внесен в список за выступление против СВО, а также за участие в сборе средств для ВСУ и распространение, цитирую, «недостоверной информации» о политике российских властей. Для Кисина этот статус стал логичным завершением процесса его окончательного разрыва с нынешней Россией, которое он открыто называет фашистским государством и обосновывает свое мнение, опираясь на научные определения и конкретные высказывания российских лидеров. Его позиция строится на следующих аргументах. Во-первых, соответствие признакам из британской энциклопедии. Так Кисин написал статью под названием «Что такое фашизм?»,
в которой привел длинную цитату из этого авторитетного источника. По его мнению, в современной России присутствуют почти все перечисленные там признаки фашизма, включая крайне милитаристский национализм, презрение к выборной демократии, политическому и культурному либерализму, а также веру в естественную общественную иерархию и правление элит. Пианист также отмечает наличие у российского режима тоталитарных амбиций, империализма и опору на военные ценности, что является также классическими свойствами фашистских движений. Он указывает, что сама энциклопедия упоминает Путина в числе лидеров, чей подход имеет общие черты с фашизмом. Кисин применяет определение фашизма и как веры в существование людей первого и второго сорта, а также плохих наций. В качестве доказательства он приводит стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, где упоминаются, цитирую, «люди низших этнических форм, которые должны, опять же цитирую, повалиться в грязь перед клячею», а также утверждение президента Путина о том, что украинцы не являются настоящим народом. Давайте послушаем. В свое время Сергей Лавров по случаю очередного Нового года, который по китайскому календарю был годом лошади, написал стихотворение, в котором изобразил Россию победоносной лошадью, и в котором, в частности, были такие вот строки. «И повалятся в грязь перед клячею люди низших этнических форм». Батюшки, я даже не помню такого. Было такое, это есть в интернете, и Лавров никогда от этого своего перла не отказывался. Шовинизм, или, как сейчас принято говорить, ксенофобия, все это в России всегда было. Это никогда никуда не девалось. Другое дело, что, например, в 1920-е и 1930-е годы официально государство с этим боролось. И в то время даже по ложным обвинениям в антисемитизме кое-кого даже расстреливали. Но все равно в народе это никуда не девалось, и Сталин только тогда проводил такую политику, а потом в 1940-х годах, особенно начиная с 1948 года, как мы хорошо знаем, его политика в этом плане повернулась на 180 градусов. В последние годы Путин, будучи человеком не глупым и понимая, что антисемитизм – это явление постыдное, избрал другую тактику. Он взял себе за манеру обвинять в антисемитизме своих противников. И вот теперь одной из главных целей войны с Украиной он объявил денацификацию. При этом, как мы с вами знаем, но, видимо, далеко не все в России знают, российские бомбы разрушили и мемориал в Бабьем Яру, и Харьковскую синагогу, и Харьковскую ешиву, и Мариупольскую синагогу. Вот такая там происходит денацификация. Разумеется, пока, не только пока идет война, но и пока Путину власти, я туда, нога моя туда не ступит. Это было бы просто мерзко туда поехать. Даже не выступать, а просто поехать. Да и к тому же, по нынешним российским законам, когда штрафуют или арестовывают даже за плакат с надписью «Мир», я уже наговорил, я думаю, на много лагерных сроков. А когда-нибудь, конечно, я очень надеюсь пережить Путина и его режим. После всего, что произошло, происходит и еще произойдет, я думаю, пройдет очень много времени, прежде чем мне захочется туда снова поехать. Если вообще когда-нибудь захочется. Он говорит страшные вещи, он говорит чудовищные вещи просто. В России сейчас как раз фашизм. Почти все признаки фашизма, перечисленные в той статье в британской энциклопедии, присутствуют сейчас в России. Мне прислали ссылки на эти интервью, мне приходилось даже включать VPN, потому что там такие были ресурсы, которые у нас запрещены. Я включала. У меня волосы шевелились просто на голове. Он говорит страшные вещи. Вот это человек, который полностью отказался от русской культуры в себе. Он говорит, что я не хочу играть больше, там, не хотел.
Был у него такой период, когда началась специальная военная операция, он сказал, что он ничего не хочет слышать о русской музыке. Я не преувеличиваю, это его слова. Такая русофобия, страшнейшая. Я прочитала эти жуткие слова, ужасные просто. Вот мне кажется, что это предательство. Это предательство. Никакого другого слова я не могу подобрать. Я в шоке. Продолжая проводить ту же самую историческую параллель, в Израиле ни тогда не играли, ни до сих пор не играют музыку Вагнера. Потому что она у многих евреев до сих пор ассоциируется с нацизмом. Из-за того, что поскольку Вагнер был не просто, так сказать, бытовым, а убежденным идейным антисемитом и даже написал антисемитскую статью «Евреи в музыке», в которой рассуждал о том, что евреи, мол, по природе не способны создать ничего по-настоящему ценного в европейской культуре, и для того, чтобы обрести такую способность, им следует уничтожить в себе все еврейское и тому подобное. И всем этим воспользовался Гитлер для своих целей. Так вот, проводя параллели с сегодняшним днем и с войной в Украине, конечно же, некоторые произведения русской музыки сейчас исполнять ни в коем случае не следует. Например, столь любимые мною картинки с выставки Мусоргского. Потому что последняя пьеса этого цикла называется так, дословно: «Богатырские ворота в стольном городе Вакиеве». То есть Киев в ней изображается как столица России. Ну, естественно, сейчас это исполнять совершенно неуместно. Вскоре после начала войны мне написал один мой хороший знакомый, еврей из Франции. Ну, вообще-то он родом из Аргентины, но уже много лет живет во Франции. И вот он мне написал, что вот какой ужас творится эта война, а с другой стороны, вот бойкот русской культуры, отменили исполнение увертюры Чайковского 1812 год. Но почему? Ведь тогда Наполеон делал именно то, что сейчас делает Путин. На что я ему ответил: вы правы. И тем не менее, я думаю, что сейчас в такой ситуации не следует исполнять музыку, прославляющую какую бы то ни было, когда бы то ни было российскую победу. Так что не бывает правил без исключения. И исключения подтверждают правила. Далее. Основываясь на личном опыте столкновения с антисемитизмом в советском и российском обществе, Кисин считает его также важной составляющей этой системы. Он отмечает, что российские правоохранительные органы зачастую отказываются признавать разжиганием розни даже откровенно ксенофобные лозунги, такие как «Бей жидов, спасай Россию». Также артист указывает на уничтожение свободы прессы и преследование людей за антивоенные высказывания. Например, за плакаты «Миру мир», «Нет войне». Указывает на это как на проявление фашистской сущности государства. В отличие от России, Украину же Кисин называет антифашистским государством, подчеркивая, что там существует парламентская демократия и либерализм, а более 70% населения избрали своим президентом еврея. Кисин не просто высказался против, он дает благотворительные концерты, он пишет музыку, посвященную победе Украины. Для него это не политика, это человеческая порядочность. В целом Евгений Кисин оказывает активную и многостороннюю поддержку Украине, которую считает жертвой неоправданной агрессии. Его помощь выражается как в прямых финансовых пожертвованиях, так и в профессиональной деятельности. Есть несколько основных направлений его помощи. Первое – это прямая финансовая помощь ВСУ. С самого начала полномасштабного вторжения Кисин регулярно переводит личные денежные средства на нужды украинской армии. Так, в июле 2023 года он публично сообщил, что ежедневно отправляет деньги через PayPal. Пианист считает благотворительные выступления также действенным способом помощи.
Он принял участие как минимум в 4 крупных благотворительных концертах, сборы от которых шли в помощь Украине. Так, один из знаковых концертов состоялся во дворце президента Германии в Берлине, где Кисин выступал вместе с украинским композитором Валентином Сильвестровым. Также он давал концерты в пользу Украинского Красного Креста. В 2022 году Кисин написал трио для фортепиано, скрипки и виолончели, посвященное войне. В этом произведении он музыкальными средствами изобразил бомбардировки и страдания народа, завершив его цитатой украинского гимна как символа веры в грядущую победу Украины. Давайте послушаем его самого. В самом начале первой части, во вступлении, изображена мрачная путинская Россия, предчувствие, предвестие войны. Вступление мрачное, да тогда еще и зимняя, февральская путинская Россия. Главная тема – сама война, бомбардировки. Я в буквальном смысле изобразил эти бомбардировки глиссанда, скрипок и виолончели сверху вниз, а потом ударом кулаком у фортепиано в самом низу клавиатуры. Есть такой прием фортепианной музыки, его использовал, например, Прокофьев в своей 6-й сонате. Это называется кольпуньо, то есть кулаком. Вторая часть – трагедия Украины и ее народа. Во второй части я процитировал начало 2 украинских народных песен. Одна называется «Горе жмени горе», а другая «Ой, выйду ж я на могилу». Начало одной из них я процитировал в самом начале второй части, другой в середине. Ну а финал, как вы говорите, вселяет надежду в победу. В самом его начале цитируется начало украинского гимна, ну а дальше он о борьбе, о сопротивлении, или сейчас можно сказать о контрнаступлении украинцев и, в конце концов, о ее грядущей победе. Кульминация финала перед самой кодой – это процитированный уже целиком украинский гимн как ликование. Отказ Кисина от сотрудничества с российскими музыкантами, такими как Валерий Гергиев и Юрий Башмет, также продиктован его бескомпромиссной гражданской позицией и моральным неприятием их публичной поддержки политики Путина и полномасштабного вторжения. Так, основные причины этого решения, безусловно, уже несколько раз были зафиксированы в разных интервью и источниках. Во-первых, это поддержка войны и режима. Кисин считает действия российской армии преступлением, которому нет оправдания, а современную Россию – фашистским государством.
Он открыто называет сволочами и мерзавцами тех музыкантов, которые добровольно встали на сторону России. Во-вторых, пианист убежден, что в условиях, когда гибнут люди, ссылка на то, что творчество не должно касаться политики, является чистой воды демагогией. По его мнению, порядочный человек не может оставаться равнодушным к трагедии, и никакая мнимая гениальность не оправдывает поддержку убийцы. В-третьих, Кисин считает, что музыканты, открыто поддержавшие режим, должны нести ответственность за свои публичные поступки. Он полагает, что такие деятели культуры должны стать нерукопожатными в цивилизованном мире на всю жизнь, если только они искренне не раскаются в содеянном. Также артист отмечает, что различает тех, кто стоит во главе крупных коллективов России и вынужден проявлять лояльность ради выживания своих сотрудников, и тех, кто делает это добровольно, ради карьеры и выслуги. Гергиева и Башмета он относит к числу тех, чья близость к власти является осознанным выбором. Кисин сравнивает ситуацию с временами нацистской Германии, считая, что современные российские артисты ведут себя так именно потому, что в свое время музыканты, поддержавшие Гитлера, не получили наказания в полной мере, подчеркивая, что подобные поступки не должны прощаться. Но мы имеем это снова. Ранее Кисин активно сотрудничал с обоими музыкантами, однако сейчас полностью поддерживает решение западных концертных залов, которые прекратили приглашать россиян. Другой мой коллега, замечательный пианист Григорий Соколов, он никогда не выступал с политическими заявлениями, никогда не высказывался о политике. Но когда началась война, он дал не то один концерт, не то несколько концертов в пользу украинского Красного Креста. Даже стал исполнять музыку каких-то украинских композиторов. Я это объясняю тем, что, будучи хорошим, порядочным человеком, просто чисто по-человечески, даже не интересуясь политикой, не мог остаться ко всему этому равнодушным. Согласно источникам, в последние годы и в текущем концертном сезоне Евгений Кисин в значительной степени сосредоточен на сольных программах и камерном музицировании. Однако в списках его постоянных партнеров и в концертных записях фигурируют ведущие дирижеры мира. Так, в каталогах выступлений указывается, что Кисин выступал и продолжает сотрудничать с такими выдающимися мастерами, как сэр Саймон Рэттл. Исполняют они вместе произведения Дворжака, Грига, Равеля и Стравинского. Он также входит в общий список ведущих дирижеров, с которыми работает пианист. Кисин также работает с Андресом Нельсонсом, Антонио Папано и Рикардо Мути. Даниэль Баренбойм также значится среди дирижеров, с которыми пианист ведет интенсивную творческую деятельность. Хотя график на 2026 год в основном состоит из сольных выступлений, Кисин активно работает в ансамблях и с другими звездами, такими как Андраш Шиф. Так, во второй половине 2026 года запланирована большая серия дуэтных концертов в Швейцарии, Италии, Чехии, Люксембурге, Нидерландах, Германии. А в мае 2026 года Кисин выступает в составе трио Джошуа Белл и Стивен Исерлис с программой из произведений Шостаковича и Чайковского. В соцсетях россияне изгаляются под всеми видео о нем, обвиняют в забытых корнях, поливают его грязью, в какой-то там фобии русских обвиняют, даже в том, что он еврей, он, оказывается, тоже виноват, в кавычках. Кисин же помнит все и делится этим, и про антисемитизм в его советском детстве, и про то, как Россия всегда относилась к своим самым талантливым сыновьям. Кисин признается, что осознает, что по нынешним российским законам уже, цитирую, наговорил на много лагерных сроков, и делится в интервью тем, что Россия становится ему все более и более чуждой, а после начала войны стала таковой окончательно. Он отмечает, что не испытывает ностальгии и не скучает по Москве. По его словам, все самое важное и дорогое, что у него было в России, его жена Карина, он уже вывез, и больше ему оттуда ничего не нужно. Он выражает надежду пережить
Путина и его режим. Однако полагает, что даже после падения нынешней власти должно будет пройти очень много времени, прежде чем у него возникнет желание снова поехать в Россию, если такое желание вообще когда-нибудь появится. Мировоззрение россиян-то может и не измениться. Своим настоящим домом пианист сейчас считает Прагу, где живет уже около 10 лет и чувствует себя в безопасности. Очень трудно себе представить, что большинство россиян в ближайшем будущем станут придерживаться цивилизованных демократических убеждений. Просто потому, что я не могу себе представить, как это так вдруг быстро может произойти, даже если режим Путина падет. Он убежденный сионист и гражданин Израиля. Он открыто поддерживает право Израиля на самооборону и считает своим долгом выступать в защиту страны на фоне растущих в мире антиизраильских настроений. Он активно использует свою известность для публикации произраильских материалов и призывает Израиль более агрессивно вести, цитирую, «войну пиара против своих врагов». По поводу отмены русской культуры Кисин занимает принципиальную позицию. Он решительно выступает против тотального бойкота русской культуры, считая это принципиально неверным шагом, который идет на руку лишь кремлевской пропаганде. И его отношение к этому вопросу можно разделить на несколько ключевых аспектов. Во-первых, пианист убежден, что нельзя винить великих писателей и композиторов прошлого в действиях современного руководства России. Он приводит в пример историческую аналогию. Во время Второй мировой войны и Холокоста Палестинский филармонический оркестр, состоявший преимущественно из еврейских беженцев, продолжал исполнять музыку немецких классиков – Баха, Бетховена, Брамса. По мнению Кисина, требование отменить классику – это только проявление эмоций. И во-вторых, несмотря на протест против общего бойкота, Кисин считает, что в условиях войны некоторые произведения исполнять абсолютно неуместно. Например, Мусоргский «Картинки с выставки». Он отказался от этого цикла из-за финала, где Киев представлен как столица России. И Чайковский «Увертюра», 1812 год. Он поддерживает отмену исполнения и этого произведения, так как сейчас не время играть музыку, прославляющую российские военные победы. Он сомневается, что российское общество в ближайшее время сможет перейти к демократическим убеждениям даже после падения режима, так как в стране невозможна принудительная денацификация по немецкому образцу из-за наличия ядерного оружия. Не забывать кое о чем, и я воспользуюсь случаем об этом напомнить, а именно о том, как величайшие ее представители относились к России. Что писал о России, может быть, самый великий представитель русской культуры? Пушкин. Черт меня догадал родиться в России с умом и талантом. Я презираю свое отечество с головы до ног. Если бы у меня была возможность, я бы немедленно уехал. Что писал о России величайший после Пушкина русский поэт Михаил Лермонтов? «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». Что сказал основатель, основоположник русской классической музыки, великий композитор Михаил Глинка, уже навсегда уезжает из России? По свидетельству его родной сестры Людмилы Шестаковой, цитирую: «У заставы брат вышел из кареты, простился с нами, плюнул и сказал: когда бы мне никогда более этой гадкой страны не летать». Вот не надо обо всем этом забывать. Ни в коем случае не бойкотируя русскую культуру. Кисин сегодня повторяет этот горький путь великих изгнанников России. Он не предал русскую культуру, он спасает ее честь, отказываясь обслуживать режим. Его пример в очередной раз доказывает, что талант – это всегда масштаб личности. Кисин является не только выдающимся пианистом, также он пишет прозу и стихи на идише. На идише вышли как минимум 2 его книги, и готовилась к выходу 3. Так, в 2019 году в Нью-Йорке был издан сборник, включающий стихи, рассказы и стихотворные переводы. И еще в 2021
в которые вошли рассказы и дневники. Он также выступает с программами, в которых музыка перемежается с декламацией еврейской поэзии, как классиков, так и современных авторов, в его исполнении. Его интерес к языку начался еще в детстве, так как он слышал идиш от бабушки и дедушки. Он осознанно выучил его в подростковом возрасте на волне национальных движений в СССР. Сам пианист называет это своим хобби и внутренней потребностью. Евгений Кисин однажды сказал: «Счастье – это мгновение и вечность». Сегодня его мгновение наполнено борьбой и принципиальностью, которые, возможно, многим кажутся неудобными, а другие готовы кидаться на него, как собаки. Можно ли отменить гения каким-то там указом? Можно ли заставить мир забыть его? История показывает, что диктатуры уходят, а такие принципиальные люди остаются. Он потерял возможность выступать в залах, где начинал свой путь, но сохранил нечто гораздо более важное – право смотреть в зеркало без стыда. В истории не останутся эти ваши реестры, иноагенты. Через 20 лет все будут смеяться над ними. А как же вам будет стыдно? Эх вы, конъюнктурщики! Быть чужим для системы, которая уничтожает жизни – это сегодня, пожалуй, высшая награда для художника. Кисин выбрал свою сторону, а на чьей стороне вы? И как вы думаете, вернется ли он когда-нибудь в Россию? На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Что вы думаете про путь Евгения Кисина? Оставляйте, пожалуйста, свою реакцию, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Okay, I have to go now. Thank you. Goodbye.